С начала 20 века мужчины Нью-Йорка часто собирались в определенных местах на Манхэттене и ждали, когда мощный поток воздуха из метро оголит ноги проходящих женщин. Именно эта сцена и вошла в комедийную мелодраму «Зуть 7-го года» с участием Мэрилин Монро, и несмотря на то, что самая известная в мире блондинка снялась почти в 30 картинах, эти ее кадры стали самыми узнаваемыми, а коктейльное платье возглавило список культовых нарядов кинематографа. Первоначально сцену снимали на Манхэттене под взгляды и свист местных зевак, что вгоняло Мэрилин в депрессию. В итоге ее пришлось переснимать в павильоне. Автором платья является голливудский художник по костюмам Уильям Травилла, который создал для Мэрилин несколько культовых нарядов. Но это внешне простое платье миди прославило его на весь мир. Оно было цвета слоновой кости. Лиф он шил по фигуре и составил из двух частей. Единственная бретель перекидывалась за шею. Открытые руки, плечи и спина плюсом к декольте делали его слишком откровенным для 50-х годов прошлого века. Широкая полоса ткани на поясе удачно подчеркивала талию актрисы, а плессированная юбка имела край солнца и красиво двигалась при ходьбе. Эта сцена ускорила развод Мэрилин с мужем Джо Димаджио, которому не понравилось, что его жена выставила тело на показ.